Я спрашивала у него, как он относится вот к этим трем ипостасям: немецкая, еврейская, русская. Он мне отвечал так, что по крови он, конечно, немец, и фамилия его Шнитке, это немецкая фамилия. Он также еврей по крови, но что касается образования, воспитания, среды, в которой он вырос, то это все русское. И надо сказать, что когда он крестился, кстати говоря, про это тоже нам еще нужно будет говорить, то его духовником был православный духовник Николай Ведерников. А в том, что касается отношений к русскому, то при том, что он, вот как он мне высказал, что воспитание русское, окружение русское, у него не было интереса к русскому фольклору, скажем, народной песни. Он не писал обработок народных песен. Вот эта сфера его не интересовала. Поэтому в том, что касается национального вопроса, то вот к таким сведениям мы можем сейчас подойти и ими, может быть, ограничиться. Мне кажется очень важным коснуться такой темы, как нравственность и отношение Альфреда Гарьевича к этическим, скажем так, вопросам, причем на всех уровнях, да, и вы тоже много об этом пишете в своей книге. И, может быть, мы коснемся немного примера второго скрипичного концерта, более раннего сочинения 1966 года, но оно имеет непосредственное отношение к вот этой Вы теме. совершенно правы в том, что вы сейчас сказали. В отношении идеи нравственности, то вот почему Фауст был настолько важен для самой этой идеи, потому что здесь во весь голос стояла идея нравственности, идея этическая, идея нравственности, наказание зла и торжество добра. И тут надо сказать, что он сам, вот вы сказали, я с ним общалась, вот сколько я с ним общалась, я его хорошо знала как человека исключительной честности. Это человек, который просто не терпел какой-то неправды, отклонений в людях и так далее. Он на это очень остро реагировал. То есть он сам по себе был в высшей степени нравственный человек. И поэтому идея нравственности для него была чрезвычайно важной в произведениях. И вот она прошла в Фаусте, потому что в кантате в конце идет хор нравоучительный, который говорит о нравственности. А кроме того, сама эта идея у него получила развитие и в разных других сочинениях. Вы не случайно сейчас упомянули более раннее сочинение. Это второй концерт для скрипки с оркестром. И здесь вот что скрыто в качестве программы, которая нигде словесно не объявлена, но которая существует в этом произведении, и без знаний которой мы не можем до конца даже объяснить для себя смысл этого сочинения. Дело в том, что в самой жизни Шнитке произошел такой эпизод, когда один из близких людей предал товарища. Он поступил как Иуда. И вот не будучи, не имея возможности наказать этого товарища в жизни, он его наказал в своем сочинении, в втором скрипичном концерте. И вот там он ввел тему предательства Иуды. И как это вылилось с музыкальной точки зрения. Ну, в определенный момент наряду с солирующей скрипкой, которая символизирует Христа, еще звучат 12 струнных инструментов. Это 12 учеников Христа, 12 апостолов. И вот оказывается, что один из них становится изменником. Это Иуда. Эту партию он поручает контрабасу. И чрезвычайно выразительно строит эта партия контрабасы, зломы, хрипы, антимелодические обороты, что слышно, что это нечто недоброе, это некое недоброе существо. Вот, если можно было бы даже вычленить вот из этого второго скрипичного концерта и послушать вот даже этот момент, мне кажется, это было бы очень интересно. А есть ли такая возможность? Так мы и сделаем. Мы послушаем Делайте. соло контрабаса, фрагмент с солирующим контрабасом из второго скрипичного концерта Шнитке, запись Гедона Кремера
и Кристофа Эшенбаха с камерным оркестром Европы. том, что касается его крещения, ну, он выбрал из 4 религий, он выбрал католичество. Ну, таков его был свободный выбор. Это связано с тем, что его мысли, начиная с чтения Томаса Манна, были вплетены в мысли о Фаусте, то я знаю такой факт. Перед тем, как состоялось исполнение кантаты «История доктора Иоганна Фауста», причем в Москве не разрешили. Ну, известно, что были постоянные запреты, недопущение, там, отклонение в выступлениях, в показах, исполнениях и так далее. И исполнение первое оказалось за рубежом, оказалось в Германии. И перед тем, как должен был прозвучать доктор Фауст в этой кантате «История доктора Иоганна Фауста» в Германии, Шнитке накануне крестился в Локенхаузе в католичество. Причем священник, который совершал обряд, мне он не то что знаком, но я его видела. Я была на фестивале в Локенхаузе, и я видела этого человека. Я знаю, кто он. Я была в той церкви, где он служил. Поэтому у меня вся вот эта, что ли, атмосфера этого крещения, вот она мне с этой стороны известна. Я хочу обратить просто внимание, что Шнитке было в это время 49 лет. Он крестился в 49 лет. Он в очень позднем, очень осознанном позднем возрасте он принял крещение. Но вот интересно, что накануне он крестился, а на следующий день было первое исполнение, была премьера кантаты «История доктора Иоганна Фауста». Что касается роли, которая для него сыграла крещение, то как Шнитке вышел на крещение, на мой взгляд, вот эта высочайшая нравственность, она его привела именно к признанию христианских обетов, догм и так далее, христианского учения. И он искал еще более обоснованного выражения своего нравственного чувства, которое в нем жило, и желал воплощения этого в своих произведениях. И в связи с крещением у него это выразилось вот таким образом в произведениях. Он сочинял фортепианный квинтет, посвященный памяти матери, горячо любимой матери. И он мне говорил, что когда он дошел до конца, до этого просветления, он почувствовал помощь оттуда, его слова. То есть он почувствовал помощь каких-то более высоких сил, чем те, которые есть внутри человека. Я хочу обратить внимание наших зрителей на это сочинение. Мы не будем ставить здесь фрагмент квинтета, но я просто хочу от себя сказать, что это произведение невероятной красоты,
которое ну, обязательно нужно послушать. Это сочинение 1976 года. Необыкновенно красивая, проникновенная и мастерски написанная вещь. Причем я хочу порекомендовать исполнение, где партию фортепиано играет Алексей Любимов. Мы продолжаем вопрос о нравственности, столь важный, да? Так вот, нравственность, которая как раз, мне кажется, именно вот это чувство нравственности его впрямую вело в крещение, в религию. Вот именно это было главной составляющей, которая была важна для Шнитке. И что это дало ему еще, вот это крещение, которое он осуществил в 1983 году. А, кстати говоря, упомянутая 4-я симфония «Единство религии» – это следующий год. Это же 84-й год. Вот, и поэтому там уже это сказалось, вот это вот его мысль о религиях, объединении религии, вот это так, туда уже прошло. Вот можем мы да? буквально на секундочку вернуться к чуть более раннему сочинению? И вот вы говорили в связи с квинтетом о вот этом его выражении о помощи оттуда, да? А вот в таком сочинении, как «Реквием», написанном годом ранее, чем «Квинтет», насколько я знаю, тоже была целая часть, которая, как признавался сам Шнитке, пришла ему во сне. Можете рассказать об этом? «Реквием» – это совершенное произведение Шнитке. Дело в том, что он здесь равнялся на гениальный «Реквием» Моцарта. И он брал те же части, правда, он добавил еще кредо. «Реквием» был создан как музыка, которая была как бы вне времени. Она предназначалась как музыка для театрального спектакля, но там она была как бы ни к чему, целый реквием в театральном спектакле. А исполнять в советское время на сцене реквием это было абсолютно невозможно, это было тоже исключено. И получалось, что это произведение, это совершенно замечательное произведение, оно повисло в воздухе, не будучи прикрепленным ни к чему, ни к сцене, ни к церкви, ни к исполнению какому-то, ни к какому-то залу, ни к чему, висело в воздухе. И когда все впервые знакомились с этим сочинением, приходили в дом Шнитке, у него был магнитофон, тогда магнитофоны были очень редкие, вот, он охотно приглашал к себе, и слушали у него на магнитофоне этот реквием. И слушали люди разные. Здесь были музыканты, здесь были филологи, здесь были и различные интеллигенты, которые вот жаждали вот такую вот музыку услышать, светлую музыку услышать. И я знаю, что люди, которые в первый раз вот подпали под впечатление, они даже плакали. Вот даже это вот было при слушании этого произведения. И в этом сочинении все замечательно, то есть все совершенно. Я говорю, что равнение на Моцарта – это не просто стилистика Моцарта, но это и высота сочинения, где можно, скажем, его «Ля Кремоза» вполне сравнить. Я беру это на себя как музыковед, сравнить с «Ля Кремоза», знаменитым номером из «Реквиема» Моцарта. «Ла Кремоза» из «Реквиема» Шнитке в исполнении Государственной академической симфонической капеллы России, дирижер Валерий Полянский.
Примерно в то же время, когда был создан чисто инструментальный альтовый концерт, о котором мы уже говорили, Шниткин написал еще одно сочинение, которое разделило, в общем, историю музыки на до и после. Это хоровой концерт. Речь идет о том, что это акапельный концерт без участия оркестра, только огромный смешанный хор. И вот тут есть тоже некая связь, да, с отношением к религии и конкретно с фактом крещения, ведь Шнитке говорил о том, что вот именно после крещения в католичестве он почувствовал определенное, ну, что ли, право высказываться на некоторые очень важные темы. Вот могли бы вы рассказать об этом? Совершенно правы. Я слышала это лично от него. Он мне говорил, что когда он принял крещение, то он почувствовал свободу, как бы право, свое право как композитора обращаться к таким сферам, к которым он не обратился, не будучи крещенным. И вот хоровой концерт как раз явился тем обращением к высшему, к самому сущему, самому важному, что может быть для человека, для человечества. Вот эти святые чувства, они как раз выражены здесь. Но мы еще не сказали, что это на стихи армянского поэта Григора Нарикоци. И что там проходит красной линией через весь этот концерт, это тема покаяния. И вот тут я возвращаюсь еще на какой-то момент к личности Шнитке. Когда он исповедовался своему духовнику Николаю Ведернику, Ведернику потом рассказывал, что Шнитке очень горячо каялся. Хотя я знаю, что это настолько чистый человек, что я себе не представляю, в каких прегрешениях он мог каяться. Но он был настолько взыскателен, строг к себе, что в общении с своим духовником он много и очень страстно каялся. И вот это чувство покаяния, которое в нем самом было, оно передалось и воплотилось вот в этом цикле, в этом большом цикле для хорового состава, в хоровом концерте на стихи Григора Нарикоци. И хоровой концерт, вы правы, что это совершенно исключительное произведение, потому что такой духовной высоты, которой должны быть наделены все люди, то есть это что-то для всего человечества написанное. Вот. А тема покаяния, это еще тема совести, это тема морального порядка, это тема нравственная, вот она тут тоже проходит. Есть ведь у Шнитке даже произведение, которое называется «Стихи покаянные», тоже для хора. Да, Не случайно ведь и именно само так название. стихи покаянные на древнерусские тексты. Есть такое сочинение. Так что покаяние не только здесь, а даже вот в названии того, что вы сейчас сказали. Теперь по поводу хорового концерта. Это и необъятная высота, и необъятная красота. И в том, что касается вот этой духовной необъятности, то я бы хотела сказать, что она особенно выражена в основной части, здесь, где особенно полно звучит хор, и в этом хоре сам Шнитке говорил, что для него крайне важны слова. И слова, которые он передает хору, разрешите я чуть-чуть произнесу несколько слов, которые он выделяет в своем огромном хоре. Неизреченные и непостижимые, творящие все из ничего, божественной милостью Твоей. Вот подобные слова, и на самых акцентных словах звучат высокие ноты у хора. А высокие ноты у хора, они особенно яркие, они особенно впечатляющие. И кульминация – это кульминация, которая не может не впечатлять в высшей степени ярко. Эта кульминация – это яркий, сверкающий до-мажор по всей вертикали огромного смешанного хора. Вот. И это звучит в этом концерте. И вот такая кульминация – это достижение каких-то
таких вот сфер, про которые Шнитке говорил, что он теперь получил право это воплощать. Сейчас мы послушаем фрагмент хорового концерта. Я лишь хочу добавить одну маленькую деталь о том, что Григор Нарекоци — это армянский поэт, философ и богослов, живший в X веке. Возможно, не все знают это выдающегося человека эпохи средних веков. Фрагмент хорового концерта. Ну что ж, дорогие друзья, наша беседа постепенно подходит к концу. Я очень рад, что нам удалось услышать слова Валентины Николаевны о многих произведениях, знаковых произведениях Шнитке, о его жизни, о его творческом пути. Я хочу задать вот еще один последний, наверное, вопрос в сегодняшней беседе относительно влияния Шнитке на композиторов последующего поколения. Есть ли у него последователи в прямом каком-то понимании, и как он повлиял на композиторов, живших после него или, может быть, живущих сейчас? Этот вопрос предполагает непростой ответ. Что повлияло, безусловно, это полистилистика, которую он развивал, образцы, которые он показал в своих разных сочинениях. И надо сказать, что несколько поколений композиторов прибегало к полистилистике. А полистилистика, помимо того, что это показ всего мира, охват всего мира, это еще и другое. Дело в том, что искусство обязательно следует каким-то канонам. И самые великие творцы, Бах, Бетховен, они опирались просто на определенные старые формулы, которые они воспроизводили в своих произведениях. И в 20 век те каноны, которые оказались необходимы для того, чтобы прочно стоять в музыке, так сказать, на земле, там, скажем, на своей собственной творческой почве, тоже оказались необходимыми каноны. И поэтому те элементы полистилистики, которые где-то напоминают Баха, где-то Моцарта, где-то, ну и так далее, напоминают всю музыку, они
сыграли роль вот тех канонов, на которые опирались великие. Так что вот здесь надо еще с этой стороны сказать вот одно слово о поле стилистики. И это о влиянии, которое оказалось, ну, широченным просто. Буквально я не назову ни одного автора, который можно как-то в окружении Шнитке вокруг до-после указать, у которого не было бы поля стилистики. Но что касается подражания стилю Шнитке, вот этого я не нахожу. Очевидно, он настолько самодостаточный и оригинальный композитор, что у него маленьких Шнитки вот таких вот не создалось. То, что важно из всего прочего этого подчеркнуть, в чем Шнитке незримо, может быть, воздействовал, вот то, что он был таким крупным, таким масштабным, таким фундаментальным, который так охватывал и небо, и землю. Вот то, что он написал такие огромные концепции, симфонии, концерты и так далее, вот эта сама величина, вот этот масштаб, это крайне важно. Вот это продолжилось в следующем поколении. Я сейчас начала заниматься композиторами в возрасте 30-33 года, молодые композиторы. И что я вижу? Я вижу у них обращение к самому крупному, о чем может подумать человек. Вот, скажем, там композитор Николай Попов, у которого одна из тем – это посадка на Марс. Вот не более, не менее. Одним словом, вот такое космическое, вселенское мышление, оно прямо видно в молодом поколении. И вот тут я считаю, что духовная заслуга Шнитке громадна, потому что он задал вот эти параметры. И можно сказать, что из крупного, смелого, высокого вырастает тоже крупное, смелое и высокое. И Шнитке задал на будущее все эти измерения. Анкета, паспорт, все это имеет значение, но не важнейшее. Важнейшее значение имеет то, что человек независимо от этого ощущает и думает. И с этого момента я понял, что я христианин. То, что я всегда чувствовал, но я как бы ощутил право на это. Это была онлайн-встреча в рамках лаборатории современного зрителя, посвященная творчеству Альфреда Шнитке с доктором искусствоведения, профессором Московской консерватории, автором 2 монографий об Альфреде Шнитке Валентиной Николаевной Холоповой.